Переговорный процесс продолжается даже в Рождество. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. США рассекретили стенограммы встреч Путина и Буша-младшего. Напасть на Украину пообещал еще в 2008-м. МИД России призывает своих граждан не ездить в Германию. Рождественское обращение короля Великобритании Чарльза. О чем говорил король? Китай недоволен, что США передают оружие Тайваню. Расценивают как недружественный жест. Латвия запретила въезд российским спортсменам. Пока отец отбывает срок, Болсонару-младший решил идти в президенты. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Несмотря на праздники, переговорный процесс по достижению мира продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американской стороной. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении. Сегодня же почти час говорили с представителями президента Соединенных Штатов Америки, общались со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. И это был действительно хороший разговор. Много деталей, есть хорошие идеи. Мы их обсудили. Есть некоторые наши новые идеи, как приблизить реальный мир. И это касается форматов, это касается встреч, безусловно, тайминга. Сегодня Рустем Умеров еще будет говорить с американской командой. Важно, если нам удастся организовать то, о чем мы говорили сегодня. И уже готовы некоторые документы. Я вижу, что они готовы почти полностью. Некоторые документы готовы. Конечно, по чувствительным вопросам еще нужно поработать. Но мы вместе с американской командой понимаем, как все это обеспечить. Ближайшие недели тоже могут быть интенсивными. Спасибо, Америка. И спасибо всем, кто продолжает оказывать давление на Россию ради того, чтобы там на 100% поняли. Затягивание войны будет иметь жесткие последствия для них, для России. В США рассекретили стенограммы разговоров между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим 2001 и 2008 годов. Документы обнародованы Национальным архивом безопасности после судебного иска, поданного самим архивом в 2024 году. Архив добивался ускоренного доступа по закону о свободе информации, потому что библиотека Джорджа Буша оценила, что проверка и рассекречивание может занять до 12 лет. Суд обязал ускорить процесс. В документах сказано, что во время встречи в Сочи в 2008 году Путин предупредил Буша о возможности конфликта. Я хочу подчеркнуть, что присоединение к НАТО такой страны, как Украина, создаст долгосрочное поле конфликта для вас и для нас, долгосрочное противостояние. В Украине проживают 17 миллионов русских, треть населения. Украина очень сложное государство. Это не нация, созданная естественным образом. Это искусственное государство, созданное еще в советские времена. После Второй мировой войны Украина получила территории от Польши, Румынии и Венгрии. Это практически вся Западная Украина. В 1920-1930-х годах Украина получила территории от России. Это восточная часть страны. В 1956 году Крымский полуостров был передан Украине. Ради чего? В чем смысл членства Украины в НАТО? Какую выгоду это приносит НАТО и США? Причина может быть только одна – закрепить статус Украины как части западного мира. И в этом заключается логика. Я не считаю эту логику правильной. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости, а активизацию военных в странах Балтии назвала бредом. К сожалению, ситуация на Балтике остается сложной. В регионе, в том числе в непосредственной близости от границ нашей страны, границ Калининградской области, продолжается необоснованный рост военной активности стран-членов НАТО. Отрабатываются агрессивные сценарии наступательных действий против нашей страны, усиливается санкционное давление на российских эконом-операторов. Это также создает дополнительные сложности для бесперебойного жизнеобеспечения российского региона. То и дело со стороны наиболее оголтелых западных политиков звучат заявления о желании превратить Балтийское море. Это очень смешно, что они говорят во внутреннее море Альянса. Это просто какие-то больные фантазии, какой-то бред на тему возможной блокады Калининградской области. Даже договорились до какого-то возможного силового захвата. Какой-то просто, знаете, слабоумие и отвага сквозит в этих заявлениях. Орден за заслуги перед Отечеством третьей степени Владимир Путин вручил пропагандисту Владимиру Соловьеву.
В своей речи в Кремле он заявил, что война вернула смысл поколению. Война многое проявила. Война вернула смысл моему поколению, которое в какой-то момент времени подумали, что Родины больше нет. Вернула гордость, понимание, осознание себя. Мужчина, стало ясно, что создан для войны. На войне проявляется все лучшее. В этом нет радости, в этом есть осознание, потому что за спиной страна, куда ты не должен пустить зло, и семьи, которых ты должен спасти от того ужаса, который на протяжении многих лет испытывали жизни люди Донбасса. Но русский, не в зависимости от его вероисповедания и этнической принадлежности, русский создан для победы. И это то, что нас отличает от всех. Война по своей природе священная. Мы противостоим абсолютному злу. Поэтому наша победа неизбежна. Потому что мы русские, с нами Бог. Британский король Чарльз III по традиции обратился в Рождество к подданным в Соединенном Королевстве и странах Содружества. Традиционную речь британские монархи произносят в эфире BBC уже более века. И в этом поздравлении короля и главы англиканской церкви сотни миллионов слушателей всегда ищут дополнительный смысл, понимая, что король просто так не говорит. Несколько недель назад королева и я с большой радостью совершили государственный визит в Ватикан, где вместе с Папой Львом молились в исторический момент духовного единства. Вместе мы отметили юбилейную тему «Паломники надежды». Слово «паломничество» сегодня используется реже, но оно имеет особое значение для нашего современного мира, и особенно в Рождество. Речь идет о движении вперед, в будущее и одновременно о возвращении назад, чтобы помнить прошлое и извлекать уроки из него. Именно это мы делали летом, отмечая 80-ю годовщину Дней Победы в Европе и над Японией. Завершение Второй мировой войны сегодня помнят все меньше и меньше людей. Но с течением лет мужество и жертвы наших военнослужащих, мужчин и женщин, а также то, как сообщества сплотились перед лицом столь серьезных испытаний, несут в себе вневременное послание для всех нас. Это те ценности, которые сформировали нашу страну и Содружество. Когда мы слышим о разделении, как внутри страны, так и за ее пределами, это именно те ценности, которые мы не должны терять из виду. И действительно, по мере того, как наш мир, кажется, вращается все быстрее, наш путь может сделать паузу, чтобы, по словам Т.С. Эллиота, остановиться в неподвижных точках вращающегося мира, успокоить разум и дать нам возможность обновиться. В этом, при всем многообразии наших сообществ, мы можем найти силы, чтобы обеспечить торжество правого над неправым. Мне кажется, нам необходимо беречь ценности сострадания и примирения, так как жил и умер наш Господь. В этом году я слышал множество примеров этого, как у нас, так и за рубежом. Эти истории победы мужества над трудностями дают мне надежду. От наших почтенных военных ветеранов до самоотверженных гуманитарных работников в самых опасных зонах конфликтов нынешнего века. До того, как отдельные люди и целые сообщества проявляют спонтанную храбрость, инстинктивно подвергая себя опасности ради защиты других. Когда я встречаюсь с представителями разных вероисповеданий, меня чрезвычайно воодушевляет то, насколько многое нас объединяет. Общее стремление к миру и глубокое уважение ко всей жизни. Если бы мы находили время на нашем жизненном пути задумываться об этих добродетелях, мы все могли бы сделать будущее более обнадеживающим. Разумеется, величайшее паломничество из всех — это путь, который мы отмечаем сегодня. История о том, кто сошел с небес на землю, чьим приютом стала хлев, и кто разделил свою жизнь с бедными и одинокими. Это было паломничество с целью, возвещенной ангелами, чтобы на земле был мир, чтобы молитва о мире и примирении
о том, чтобы поступать с другими так, как мы хотели бы, чтобы поступали с нами. Прозвучавшая над полями возле Вифлеема более 2000 лет назад и сегодня продолжала звучать оттуда и по всему миру. Это молитва и для нашего времени, и для наших сообществ, пока мы совершаем путь по жизни. И потому, с этими словами и от всего сердца, я желаю вам всем самого мирного и по-настоящему счастливого Рождества. Около 1000 украинцев в традиционных костюмах прошли маршем по центру Киева в четверг 25 декабря, неся ярко украшенные рождественские звезды и исполняя колядки в честь праздника. Звезды, являющиеся символом Рождества, часть старинного обычая, который, по словам многих, был подавлен в советские времена. Участники заявили, что хотят возродить традиции, забытые на десятилетия. Сегодня Рождество, и мы его прославляем. Мы хотим возродить традиции, которые у нас отняли на многие годы. Это словно возрождение старого обычая. Пока надежды нет, но надежда остается. Я всем сердцем и душой хочу верить, что это произойдет, и война закончится. Прежде всего, я желаю победы, чтобы она произошла как можно скорее, чтобы мы продолжали жить, чтобы наша Украина процветала и чтобы все люди были счастливы в своей стране, конечно же, без войны. Китай выразил резкую критику последнего крупного пакета поставок оружия США на Тайвань, заявив, что это ускоряет угрозу войны в Тайваньском проливе. Речь идет о продаже вооружений на сумму более 11 миллиардов долларов, включая реактивные системы «Химарс», гаубицы, противотанковые ракеты и дроны-лойтеры. В Пекине представитель Министерства обороны Джан Сяоган обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Китая и призвал Вашингтон соблюдать принцип одного Китая и 3 совместных коммюнике, прекращая поставки оружия Тайваню. Официальные лица Китая также предупредили, что попытки Тайваня добиться независимости силой приведут к саморазрушению, и подчеркнули, что действия США подрывают мир и стабильность в регионе. Отрицательный законопроект США, касающийся Тайваня, произвольно вмешивается во внутренние дела Китая и посылает серьезный, неправильный сигнал силам, поддерживающим сепаратизм и независимость Тайваня, что серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Соединенные Штаты нарушили свои обязательства, увеличивая поставки оружия на Тайвань и усиливая его дерзость, ускоряя угрозу войны в Тайваньском проливе. Власти Демократической прогрессивной партии игнорируют жизни жителей Тайваня и позволяют США высасывать кость с Тайваня. Попытки использовать Тайвань для контроля над Китаем обречены на провал, а стремление к независимости силой — путь к саморазрушению. Мы призываем США полностью осознавать высокую чувствительность тайваньского вопроса, добросовестно соблюдать принцип одного Китая и 3 совместных коммюнике Китай-США, быть чрезвычайно осторожными в вопросах, касающихся Тайваня, прекратить любое вооружение Тайваня и предпринять конкретные действия для защиты общей ситуации двусторонних отношений между нашими странами и вооруженными силами. В Казахстане фиксируется рост числа уголовных дел, связанных с участием граждан страны в вооруженном конфликте за рубежом. По данным расследования «Медиазоны», в 2025 году казахстанские правоохранительные органы инициировали около 700 дел против граждан, которые вступили в вооруженные формирования за пределами страны. Среди них как контрактники Министерства обороны России, так и бойцы частных военных компаний. Действия этих граждан квалифицируются по казахстанскому законодательству как участие в вооруженных конфликтах за границей. Большинство фигурантов дел получают реальные сроки лишения свободы. По информации издания, около 200 казахстанцев погибли в ходе конфликта. До 2025 года дела подобного рода рассматривались в стране по десяткам в год. Однако резонансные публикации списков участников боевых действий вызвали резкий рост числа расследований. Официально Казахстан сохраняет нейтралитет в международном конфликте и призывает к дипломатическому урегулированию, при этом усиливая контроль за вербовкой граждан для участия в боевых действиях за рубежом. Латвия запретила въезд 14 российским спортсменам и признала их персонами нон-грата на неопределенный срок. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже в социальной сети X. По ее словам, решение принято в соответствии с законом об иммиграции, который позволяет ограничивать въезд иностранцев из соображений государственной безопасности и внешней политики. В МИД подчеркнули, что Латвия не приветствует представителей государства-агрессора. Запрет может быть пересмотрен только в случае отдельного решения латвийских властей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с международно признанным главой Судана генералом Абделем Фатахом Аль-Бурханом. Переговоры прошли в президентском дворце. Стороны обсудили двусторонние отношения, гуманитарную ситуацию в Судане и возможные шаги по обеспечению региональной стабильности. В Анкаре заявили, что Турция поддерживает суданское правительство и выступает за скорейшее прекращение конфликта.
Ранее Реджеп Таип Эрдоган отмечал, что руководство Судана заинтересовано в участии Турции в мирных усилиях. Сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, сенатор Флавио Болсонару, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2026 года. Заявление прозвучало в Бразилии, где политик зачитал письмо, подписанное его отцом. В послании Жаир Болсонару официально поддержал кандидатуру сына, назвав это осознанным и законным решением, и подчеркнув, что таким образом стремится сохранить представительство своих сторонников в бразильской политике. Сам Флавио Болсонару заявил, что письмо должно развеять сомнения у тех, кто не верил в поддержку со стороны его отца, и призвал сторонников к единству. Перед лицом этого сценария несправедливости и с обязательством не допустить, чтобы воля народа была заглушена, я принял решение выдвинуть Флавио Болсонару в качестве предварительного кандидата на пост президента республики в 2026 году. Я доверяю самое важное в жизни отца, собственного сына, для миссии по спасению нашей Бразилии. Это осознанное и законное решение, продиктованное желанием сохранить представительство тех, кто оказал мне доверие. Многие говорили, что не слышали этого из его собственных уст или не видели письма, подписанного им. Думаю, это развеивает любые сомнения. Для меня лично ничего не меняется, но для некоторых людей, которые все еще не верили, возможно, да. В любом случае, я лишь прошу всех объединиться. Сейчас нам необходимо стремиться к единству. Жаир Болсонару в настоящее время отбывает 27-летний тюремный срок по делу о подготовке попытки государственного переворота. В конце декабря он был временно освобожден для прохождения лечения в больнице из-за осложнений, связанных с ножевым ранением, полученным в 2018 году. Сообщение о выдвижении Флавио Болсонару вызвало резонанс на финансовых рынках. Инвесторы ожидали, что экс-президент поддержит более опытного политика, губернатора штата Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтаса. Болсонару-старший считается возможным риском побега. У его больничной палаты дежурит полиция, а использование телефонов и компьютеров там запрещено. Река Лос-Анджелес вышла из берегов на фоне мощного зимнего шторма, обрушившегося на Калифорнию. Эти кадры сняты в Глендейле, округ Лос-Анджелес, где из-за продолжительных ливней уровень воды в реке резко поднялся. В канун Рождества сильные дожди вызвали масштабные подтопления и сходы селевых потоков по всему югу штата. Власти призвали жителей опасных районов эвакуироваться или оставаться в укрытиях, а автомобилистов воздержаться от поездок. По данным Национальной метеорологической службы США, шторм сохранится до пятницы, создавая опасные условия на дорогах в период традиционно высокого праздничного трафика.